Как отомстить манипулятору? Поделюсь собственным опытом. На заре изучения техник пикапа я наивно полагала, если победить его в его игре, то он восхитится и начнет общаться без техник. Тогда я не понимала главного, что манипулятору очень нравится жить так, как он живет. Пикап-техники – это его ресурс для продвижения в жизни. Для него отказаться от манипуляции значит нужно развиваться, действовать, бороться, отстаивать, достигать и не достигать. Он не умеет этого делать. И самое главное, не понимает, зачем уметь. Зачем напрягаться самому, если можно напрячь другого? По земле ходит толпа баб с размытыми понятиями об отношениях, страхами, вдобавок усиленных программой выйти замуж. Я потратила энный отрезок жизни на попытки его изменения. И знаю сотни таких же историй. Я говорила и говорю, не трать время, но мне не верят, и спустя какой-то период сожалеют об этом. И скорее всего ты меня тоже не услышишь. Ты постараешься использовать все способы, чтобы его изменить. Но повторюсь, проблема в том, что меняться он не хочет. И, как известно, невозможно помочь тому, кто не просит. И только спустя время ты поймешь, что на самом деле его неизменение не является проблемой, оно является твоим благословением. Поэтому, если ты все-таки хочешь потратить свою жизнь на бесполезную игру, могу дать следующие рекомендации. Знания. Только понимая механизм и техники манипуляции, ты сможешь видеть, что он пытается получить от тебя. Поэтому придется много читать и учиться, иначе тебе конец. Выход из шаблона. Никогда не ведись на поводу и всегда выходи за рамки техник. Сделать это крайне сложно без знаний механизмов защиты психики и устойчивой системы ценностей. Поэтому хотя бы постоянно используй технику «я не верю». Она есть в предыдущих видео. Отзеркаливание. На любую форму манипуляции отвечай тем же. В следующем видео я подытожу приемы манипуляции. Для того, чтобы победить, тебе предстоит развить поистине героическую стойкость. На его исчезновение отвечать исчезновением, на его иглу отсутствием реакции, на его негативные комплименты попускать его в ответ. На способы вызова чувства вины точно так же и теми же приемами перевести стрелки на него. И когда он включит в игру третью сторону, тебе придется сделать то же самое. Что ты получишь в итоге? Ваши отношения превратятся в борьбу, в результате которой он все-таки найдет способ тебя размазать. Это станет для него делом чести, и он способен потратить недели, месяцы на поиски такого способа. А поскольку в его опции нет чувства вины, сострадания и сочувствия, то он обязательно это сделает. Он даже способен прийти и изобразить вселенское раскаяние. Он способен отыграть любую концертную программу, рассказать о любви и страданиях, сделать предложение, поменять статус, все что угодно, но никогда не признается, что он манипулятор. Поэтому запомни, там, где нет признания, раскаяния быть не может. Все крокодильи слезы, песенки и танцы на парапете для того, чтобы выиграть свою игру и отомстить. В тот момент, когда ты поверишь, получишь изощренные методы наказания за неповиновение. И поверь, это будет больно. Никогда я не видела настоящего изменения в манипуляторе. Видела только временную имитацию. Но даже если теоретически это представить, стоит ли игра свеч? Ведь в этих отношениях никогда не будет доверия и уважения. Манипулятор их растоптал. Если тебя ужалили, ты никогда не сможешь забыть об этом. Каждый его прием манипуляции стал шрамом от жала в твоей психике. Стоит ли так рисковать? Мой ответ – нет. Желание сатисфакции не стоит потерянного времени и рисков, которые ты получишь. Ты же, вступая в борьбу, подвергаешься постоянному риску психоэмоционального срыва и развитию психосоматических заболеваний. И в итоге тебе не удастся победить манипулятора. Знаешь почему? Потому что до тех пор, пока ты испытываешь сочувствие, уважение, заботу, поддержку, сопереживание в отношении мучителя, это невозможно. Для того, чтобы его победить, тебе придется стать таким, как он. И единственным подтверждением твоей победы станет его побег. Манипулятор не может находиться рядом с равноценным партнером. Ему дискомфортно. Это вводит его в состояние фрустрации. Он может быть либо жертвой, либо сбежит. Ты либо донор, которого безжалостно эксплуатируют, усиливая претензии, либо он с другим донором. Стоит ли превращаться в такого, как он, для того, чтобы в итоге не получить ничего? Лучше пересмотри видео «Не могу забыть манипулятора». Выполни все пункты и пойми, что ты обладаешь живой душой. И это намного больше, чем бесполезная игра,
которая в лучшем случае закончится его побегом, в худшем – твоей болью. Поэтому лучшее, что с тобой может случиться в отношениях с манипулятором, это твоя осознанность. Запомни, это не лечится. Манипулятор не изменится, потому что ему комфортно быть тем, кто он есть, манипулятором. И каждый, кто будет пытаться его изменить, будет удален из его жизни. В связи с этим, если ты решила остаться, существует два варианта развития событий. Стать покорной или попытаться его победить. Но твоя победа его тоже не исправит. Подводя итоги сказанному, самое жизненное, что я могу тебе порекомендовать – береги себя, потому что ты самое ценное, что есть у тебя. Более подробное видео находится по ссылке в описании. Подписывайся на канал и ставь лайки. Благодарю.